Эйдосы! Эйдосы! О, они капают, ни хрена себе! Я богат! А еще мы, кстати, сейчас так высоко поднимемся, что я смогу посмотреть на весь этот мир. Стоп, оно двигается? Оно двигается. Оно впервые начало движение. Вау! О, ложка на ножках, глаз на показ, неизвестное нечто окружает всех нас и... Ладно, не будем тянуть, продолжим рассказ. Всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Ой, ё-моё. Добро пожаловать в неизвестный мир. Вот. Новая история только начинается. Нам буквально ничего не известно, кроме того, что я эмоциональная голова. За нами приглядывает некий дружелюбный глаз и формики. Как я здесь появился, что за глюки окружают нас и почему название сезона «Мастерская 47» неизвестно. Как говорится, будем разбираться. А пока всем привет, дорогие друзья. Я Ложка. Добро пожаловать в «Мастерская 47». Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в «Мастерская 47», сезон, в котором мы голова. Буквально голова. Не сказать, что мой шок в шоке, но отсутствие хотя бы одной руки меня немного удручает. Как изучать место, в котором ты появился, если это место даже нельзя пощупать, блинский? Но, тем не менее, прямо сейчас я познакомился с неким говорящим глазом, не говорящими формиками, а также вилкой. Вот она. Настоящее название вилки мне неизвестно, но эта штука явно может влиять на меня и мое окружение путем неизвестной прокачки. Казалось бы, на этом все, но нет. В предыдущей серии на вот эту огромную гору упала огромная квадратная глыба. Мне кажется, что это будущая голова из... О, господи. Так, глаз. Это что такое? Что с вилкой? Короче, я думаю, что вот эта огромная квадратная глыба — это наша голова из тизера, будущая голова. А еще до начала серии я научился открывать вот этот кругляшок. Бам! Тут у нас единица, непонятный круг в кругу, и есть догадка. Мне кажется, что это какая-то временная шкала, время, типа сначала они просыпаются, а потом идут пахать. Если это не так, то я тогда не знаю, что это может быть. Сейчас у меня 7 эйдосов, но это не так важно, как гличующая вилка. Я прошу прощения. А что происходит? Да, реально, правильно, Ложка, что происходит? О, и снова здравствуй. Да, привет. Помнишь, я обещал вернуться и вернулся. Да. Ну как? Тебе удалось что-то сделать за время, пока меня не было? Ой-ой-ой, ничего. Ну, ладно тебе. Конечно, самому тебе тяжко. Давай я помогу. Почему бы тебе не исследовать мир вокруг тебя? Я думаю, найдется что-то новое. Возможно. И все? Это призыв к действию? А, подожди, а что? Это ты не прокомментируешь? Почему это загличу? Это означает, что ты сейчас появишься? Тут у нас ничего, здесь... Погоди. Я не могу на «я» нажать. Я мог нажать, помните? Мир тоже не могу, познание... осталось. Что-то странное явно происходит, какие-то баги, какие-то гличи. Так, а здесь при этом, ну, вроде ничего не поменялось. Хорошо, что ты предлагаешь? Просто пойти исследовать мир? Помнится, ты мне говорил, что я не могу приближаться к грибочку и траве. А теперь могу? И снова ты проявляешь смекалку. Если и тут справишься, то я награжу тебя. О, хорошо. То есть могу все-таки, да? Так. О, блин, нет, это правда красиво. Так. Привет. А что это вы делаете? Что это? Типа дойти друг до друга. Окей, давайте. Эй! Молодцы! Ну это прям, знаете, задание для дошкольников. А может быть он меня таким видит? Типа я прям... неплохо. Встреча. Ты снова заработал эйдосы. Что такое? Что такое эйдосы? Эйдосы — это то, благодаря чему идеи могут обретать конкретную форму. Но, тебе такое пока понять сложно, это правда. Давай по-другому.
Эйдосы — это то, что необходимо для развития твоего мира и для твоего собственного развития. Благодаря Эйдосам ты сможешь раскрасить этот серый-серый мир. О, Ага, а также сможешь стать большим и сильным. Эйдосы очень важны. Скоро ты увидишь, насколько. А пока... Хочешь получить свою особую награду? конечно! Да, конечно хочешь, помню, я обещал. Думаю, мы можем кое-что тебе разблокировать. Но ты должен сам найти, где это. Что? В смысле? Я понял. Мне надо туда, к вилке. Так, а ну-ка, подтолкни меня. Не туда. О, молодец. Двигаешься в правильном направлении. Думаю, спросить у тебя лично. О, что такое? Какую кнопку ты хочешь разблокировать в этот раз? Чё? Погоди, это какая-то проверка? Типа, почему я не могу спросить, почему была заблокирована... Нет, она была разблокирована! Это похоже на какой-то тест, который я не понимаю, как пройти, учитывая, что я не могу разговаривать. Ну, давай я? Что ты на это скажешь? Типа, вот она опять будет? Я понял твой ход мыслей. Точнее сказать, порыв. Мыслей-то у тебя пока нет. Я готов разблокировать тебе кнопку «Я». За все Эйдосы, которые у тебя есть. О, за все? Да. Только так. Но... Ну, дружище, прости уж, но ты должен понять. Мы с формиками всего лишь помогаем тебе. Мы всегда на твоей стороне и всегда протянем руку помощи. Это правда. Но мы не можем все делать за тебя. Ну да. Тебе нужно учиться брать на себя ответственность. Постепенно, но нужно. Конечно, ты не знаешь, что такое ответственность. Но ничего, скоро поймешь. Вау, блин, ничего не понимаю. Итак, ты согласен? Блин, прикольно. Ну, типа, йоу, конечно, да. Или йоу, не. Йоу, конечно, да. Давай, разблокируй мне. Это похвальное решение. Это речь про то, что я отдал Эйдоса, а не про разблокировку. Блин, Интересно, вот что если бы я сказал нет? Он бы все равно забрал, да, скорее всего? Ты молодец. Я вижу, что ты готов постоянно расти и развиваться. Иди, посмотри, что ты разблокировал. А ну-ка, там что-то новое появится или как? Здравствуйте. Так, вот кнопка «Я». Ну, это мы видели. Это же буквально то, что мы видели в предыдущей серии. Со мной как будто играют. То есть, понимаете, сейчас я, как эмоциональная голова, не совсем понимаю, что со мной происходит. Я могу лишь выражать эмоции. Но как я могу сказать, что это уже было эмоциями? Получается, никак. Больно, встреча, опасно, радостно, игра. Встреча — это новая, да? Ладно, я пока ничего не буду выбирать. Ну, как оно? Ты доволен своей работой? Да, конечно. Молодец, ты должен гордиться собой. Очень приятно, когда твой труд приносит плоды. Правда? Ну да. Да ладно уж, ты чего, не печалься. Эйдосы ты еще заработаешь. Смотри-ка, а это что такое? Где? Куда смотреть? Ой! Действительно, что-то... Это ты делаешь, да? Ой-ой-ой, какое интересное атмосферное явление. Ну это же ты делаешь. Подойди ближе, ну же. Не бойся, оно совершенно безопасно. Как-то он меня напрягает уже. Ты не будешь говорить, да, что произошло с вилкой? Ладно, возможно, в будущем это как-то раскроется. Ну... Я вхожу. Итак? Эйдосы! Эйдосы! О, они капают, ни хрена себе! О боже, я богат! Я богат! Еще! Хочу еще! Да! О, слушайте, это крутое явление. А, еще! Куда? А ну, не убегай от меня, облачко! Стой! Нет! Пожалуйста! Ай-яй-яй, улетела все-таки. Но ты не волнуйся, к тебе обязательно еще кто-нибудь заглянет. К тому же, твой мир скоро будет населять множество существ. Почему ты говоришь, что это именно мой мир?
О! Так. Это вода. Что, ну вода и вода? Что? Я... Что такое? Устал? Отдохни немного. Это... Подожди, он увидел себя в отражении. Я смотрю, тебе совсем не сидится. Неужели настолько жаждешь узнать, кто ты и где ты? Ну, конечно. Что ж, могу похвалить тебя за такую любознательность. Только позволь предупредить тебя. Эти эйдосы скоро пригодятся тебе. Поэтому, если хочешь потратить их, не торопись. А, вот как. Ну, хорошо. А вот тучка ко мне будет заглядывать? Ладно, хорошо. Делай, как знаешь. Все мы учимся на своих ошибках, правда? Моя задача убедиться, что эти ошибки тебе никак не навредят. Только научат. Я не понимаю, что ты от меня хочешь? То есть ты... Нет, давайте так. Мой Лолошка, вопреки словам, хочет пойти и что-то прокачать. А он говорит, чтобы я эти эйдосы лучше не тратил. И ты меня как-то проверяешь, да? То есть, буду ли я делать что-то вопреки твоим словам? Это и есть воля? Или разум? Или же тело? Ладно, я, пожалуй, давайте за Лолошку подойду. Я... И попробую что-то выбрать, да? Игра, радостно, опасно. Ну, допустим, вот я. Бам! Вау. А, у меня же уровня, наверное, нет, да. Для начала обдумывания требуется уровень 6. Черт! Это все так дорого! Требуется уровень 3. Опасно. Блин, прикольно тут. На все есть какая-то картинка. Больно. Это мы видели. Опасно мы видели. Радостно. Хорошая картинка, требуется 3-й уровень. Ну, короче говоря, пока что я немножко бомж. Нажмем сюда. Тут ничего не происходит. Наверное, это какой-то журнал записей. Хорошо. Я ничего не... Эй, что такое? Тебе ни на что не хватает. Понимаю, это может тебя расстраивать. А ты пробовал поискать, где еще можно заработать эйдосы? О, я понял твой намек. Сюда я, наверное, снова не... Ты хочешь, чтобы трава снова дала тебе эйдосы? Ну да. Ну как же так? Ты ведь только что их от нее получил. Нет, с природой так обращаться нельзя. Нужно уважать растения. Ой, я думал, ты ушел. Понимаю, ты очень хочешь эйдосы. Но подумай и о траве тоже. Ей нужно восстановить силы, чтобы потом она могла дать тебе еще больше эйдосов. А пока не надо, не беспокой ее. Нельзя. Вот так вот. Нельзя. Мы постепенно открываем новые границы дозволенного и недозволенного. Так, камешек. Это мое. 609. За каждый такой камешек я получаю по 3... Как это называется? Версиформ, да? Вот это мы не знаем, что такое, вот это мы не знаем, а вот это версиформ. Так, аккуратно. Грибочек, привет. Ну-ка. Могу! Я могу! Так. Что же это будет? 3, 2... что? Подожди, а что делать? А я не понимаю, что делать? Я могу ходить, ладно. Я не могу прыгать. Ой, привет. Ой, Эйдос. А ну-ка. Я не знаю, что делать. Эта штука меня убьет, наверное, да? Аккуратно. Тихо, ребятки. Эйдосы мое все. Я пока не знаю, зачем они нужны. Черт. О нет, я не подобрал его. Если я бегу по прямой, то я в целом от них уворачиваюсь. Я убегаю. Так, сюда нельзя, это уже стена. Боже! Нет! А эйдосы-то реже появляются, это нечестно. Ладно, минуту прожили, уже молодцы. Тихо. Бежим. Не, круто, что тут на все какая-то своя мини-игра, которая типа учит. Но я не понимаю, зачем это нужно глазу. Найду ли я последний 7-й до конца таймера? Нет! Черт! Не найду. Но во всяком случае я все. Как же я надеюсь, что меня сейчас похвалят. Ты просто обязан меня похвалить. Скажешь что-нибудь? Так, у меня 20 из 20 эйдосов. А глаз молчит. Ну ладно. Теперь, когда у меня их максимум, я не могу, наверное, ни на что все равно потратить. Так, а вот это мы подбираем.
Ну-ка, опять 3 дали. Еще подбираем. Опять 3. Явно это нужно все заранее собирать, потому что, сами понимаете, много не бывает. Мы видели, какие там прокачки. Вот этот огонек дает 10. Неплохо. Попробую, несмотря на то, что у меня максимум эйдосов, зайти куда-нибудь. Нет, нет, нет. Этот цветок слишком устал. Дай ему отдохнуть. Да ё-моё. Ты мне все запрещаешь. Что я могу, а что я не могу. Так, вот это. Я помню, ты данную глыбу называл она? Или что-то типа ее? То есть это женский род? И про это я тебе тоже говорил. Не получится. Чтобы разблокировать ее, тебе нужно будет хорошенько потрудиться. Мне жаль, друг мой. Но скоро ты поймешь, что чем больше усилий ты прилагал для достижения результатов твоего труда, тем больше эти результаты приносят радости. Ты, наверное, уже устал от моих непонятных изречений, да? Ничего не поделаешь. Чем больше в мире будет непонятного, тем больше ты захочешь исследовать и пытаться понять. Да уж. Не сказать, что мне это как-то помогает. Скоро ты поймешь, чем больше усилий ты прилагал для достижения результатов твоего труда, тем больше эти результаты приносят радости. Знаете, он, помните, в самой первой серии сказал, какое счастье ты выберешь сегодня. Я вообще в целом заметил, что у него вся вот эта вот полемика, все, что он говорит, оно как будто завязано на каком-то счастье. Типа труд равно счастье. Конечно, возможно, мне кажется, но правда, ощущение есть. Ой, и кстати, а не многовато ли вот таких вот квадратиков стало? Ой-ой-ой. Ну-ка. Ух ты. Батюшки, не сюда мне явно. Эй, тебе тут искать нечего. Да что ты? Поищи в другом месте. Это издевательство какое-то. Я постоянно ищу в каком-то другом месте, у меня уже ничего нет. Кстати, ты же, получается, осмотрел всю территорию, верно? Ну, да. Или осталось что-то еще? А что может быть еще? А если я попробую уйти с этой территории и попробую дойти до той горы? Прямо до этой, ну типа головы, как мне кажется. Да, я тебя понял. Конечно, ты еще не забирался наверх. Иди. Сам увидишь. Почему я раньше называл тебя дружелюбным, а сейчас ты мне кажешься... Не, он правда, он крутой, я не вижу в нем никакого подвоха, но все равно его риторика, она такая натянутая, что ли. Попробуем действительно забраться повыше. То, как он смотрит на меня. Постоянно глаз на мне. Да, сложно, видимо. Да, как видишь, здесь пролегает граница твоего мира. Дальше тебе нельзя. Граница. Да, понимаю, почему ты сердишься. Мне жаль, но пока по-другому нельзя. Поверь, в этом мире есть еще очень много интересного для тебя. Ну-ка. Ну что, продолжай расти, трудиться и исследовать, и ты все увидишь сам. Кстати, об этом. Не хочешь ли ты немного вырасти? Вырасти? Конечно, ты очень хочешь. Но для этого тебе снова придется заплатить эйдосы. Да что такое? Знаю, ты не хочешь их отдавать. Они разноцветные, приятно блестят. Да, но без эйдосов рост невозможен. Как невозможны и любые другие изменения в этом мире. Ой, да. Понимаю, тебе тяжело с ними расставаться, ведь ты их заработал сам, лично. Да. Всем тяжело, поверь. Но приходится. О как. Ты готов отдать 20 эйдосов, чтобы перейти на следующий уровень? Ну... Да? А чё мне остается-то? О, знал, что ты примешь правильное решение. Давай. Как этот будет выглядеть следующий уровень? О, привет! Здорово, мальчик. Или девочка. Короче, формик. Ой. Что такое? О! А... Ты живой, да? Я что-то сейчас опешил немного. Я думал на него прям.
Миленькие, маленькие формики. О, так это все-таки не голова. Это что-то другое. Так, и в итоге? Что это значит для нас? Да, реально, что? Ну, не торопись делать выводы, друг мой. Тебе кажется, что ничего не произошло, да? Поскольку нет никаких видимых изменений. А ты подумай, поищи и найдешь. Ну да, конечно. Опять поищи, опять исследуй. Ну ты меня так замучил. Но-но-но. Прежде чем ты займешься поиском изменений в мире и в себе, скажи, Что сказать? какое счастье ты желаешь сегодня? Реально? Опять эта фраза. Понимание, желание, голова. Смотрите, понимание, желание, оно как будто все про голову. Блин, на самом деле я не понимаю, вот клянусь, я не понимаю. Желание, понимание, голова. Что это может означать? Для меня это пока что просто набор слов. Для меня это рандом. Ну, голова. Что это будет значить? Прекрасно! Теперь тебе есть над чем подумать. Что? О, голова. А что это значит-то? Ты бы сказал. Так. Какой ты странный. Ладно, я попробую сюда подойти. Познание я. Второй уровень появился. Допустим. Больно, встреча, я, опасно, радостно. Ну-ка, где у меня вот голова появилась? О, фига, буквально моя голова. Стоп. Отклонить плюс 40 эйдосов. Принять. Я могу нажать. Принять. О, господи. Офигеть, что я сделал? Ну-ка. Голова. Ля, прикольно. Так, а что? О, я вижу, в твоей голове кипит работа. Конечно, ты еще не способен к вербальному или абстрактному мышлению, но образное тебе уже под силу, верно? Ведь ты перешел на второй уровень. Да, я крутой. Поздравляю! А мне пора. У меня другие дела. Скоро увидимся. Ага. Чё я сделал? Так, а ну-ка. Опа! То, что я изучил голову, позволило мне чуть-чуть прокачать мозг и чуть-чуть тело, но ни капли воли. Чисто теоретически, наверное, это то, чего я хочу. Единственная воля мне нужна, чтобы я смог прокачать познание. Вот, городская ратуша. Уровень 1, эйдосы 5, атрибуты первая воля. Позволяет построить городскую ратушу, центр вашего поселения формиксов. Она служит для найма рабочих и может быть улучшена до 3 уровня. Да, короче, мне нужна воля, вот что я понял. А еще я понял, что то, что наверху, это не голова... Ночь. Бляха, вот это я сейчас офигел. Погоди, поменялось. Ты погляди, так это реально время. Стоп, оно двигается? Оно двигается. Оно впервые начало движение. Вау. Значит, здесь у нас что-то типа... Они отдыхают, а здесь они спят. Вот оно как. И помните, там был вот такой бугорок. Они, получается, просыпались. Наверное, это будет ролять, когда у меня появится полноценная ратуша, потому что сейчас формики, единственное, где у меня есть, это вот, в моих ногах. Вопрос еще один появился. О, что это за штуки? Смотри-ка. Летает. Так вот, вопрос. Ночью какие-то новые события активируются? Скорее всего, да. Но понять какие, пока что, наверное, мне не дозволено. Короче, я тут подумал и понял, что хочу куда-то уйти. В плане подальше от вилки. Ой, кстати, благодаря вот этим 2 кубикам можно смотреть, как далеко я ушел. Какие же они огромные, жесть. Хочу попробовать пройти вон туда, но тут вроде бы ничего такого. Крепо. А, там обрыв. Да, там обрыв, то есть не пройти. А что вы мне тогда предлагаете? Как я могу это сделать? Может быть, здесь? Вот эти копья вроде я могу посетить, но там, наверное, сейчас ничего не будет. Тогда версии формы собираем и проверяем, что вот это такое. Просто какие-то саженцы. Хорошо. Кстати, вопрос. А теперь, когда время поменялось, я могу, например, сюда зайти? Ой, да. Ага. То есть, получается, все-таки, да, им нужно восстановление. И я не помню, это что за игра? А, уровень 3, что ли? Пакман, господи.
Остается немного. И, пожалуйста, без 4-го уровня, я умоляю. Пожалуйста. О, да, меня возвращают. Фу! 4 Эйдоса! Это пипец! За такую игру! Блин, ну Пакман это реально долгая игра. Я не помню конкретно, какая самая простая, но, по-моему, здесь. Это фонарики, да? Ой, я могу. Хорошо. Ну, ладно, Эйдосы мне действительно нужны, учитывая, что у меня их было 0. По-моему, это фонарики. Пожалуйста. Да, это оно. Второй, первый. Первый. Третий. Первый. Второй, первый. Первый. Третий, первый. Надеюсь, это все? Да, спасибо. За это мне должны подарить 20 тысяч эйдосов. И все. Я буду доволен. Ну-ка, сколько? Опять 4. Блин, ну ладно. 4 в целом это тоже неплохо. Ой. Что? А, устал, бедненький. А, холодно. Ну да, кстати, по ночам холодно. Справедливо. Ну, где я тебе предлагаю укрыться? Я бы, конечно, развел огонь, но ты же не знаешь, что это такое? Что это такое? Что? Что тебе понравилось? Гриб? А, это не гриб, это какой-то цветок. Это интересно, да, согласен. Кстати, вот об этой руде. Надо же будет как-то начать ее добывать. Ничего не происходит. Больше не пускает. Блин, мне так нравятся эти эмодзи. Они олицетворяют реально все, вместо 1000 слов. Гениально. И глазик не появляется. Да. Скучный мир, Лолошка, согласен? Какой-то он... О, нет. Ветер. А, нет, меня никуда не унесет. Ну ладно. Мир, в котором ничего нет. Только развлекайте меня. Да, смотри-ка. Они правильно поняли свою задачу. Развлекать меня, когда мне грустно. Тем временем. Вот тут и интересно. Вилка незажженная. Это же где-то в другом месте получается. What the hell? Ты, блин, кто?